Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И в этом видео я хотела бы поговорить о смене профессии. Будь то смена профессии в эмиграции или, в принципе, смена профессии для людей, которые уже поработали и хотят по той или иной причине уйти в другую индустрию. Это вопрос, который мне очень часто задавали на канале. И в том числе потому, что у меня у самой был опыт смены профессии в Амазоне. Я переходила из финансового аналитика в продакт-менеджера. Об этом я тоже сниму отдельное видео. Но сегодня я хотела поговорить о смене профессии в принципе и дать какие-то конкретные советы. Поэтому, если вам нравится эта тема, продолжайте смотреть. Но не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, ставить лайки, потому что это помогает продвижению канала и продвижению этого конкретного видео. И делитесь с друзьями, если вы считаете, что это будет им полезно. Сейчас мы начнем со смены профессии в принципе и несколько слов о том, почему люди в принципе выбирают менять профессию в эмиграции. На это может быть несколько причин, первая из которых то, что люди по той или иной причине не могут продолжать свою предыдущую карьеру в эмиграции. Наверное, из самого популярного это либо уровень языка, например, на такие должности, как менеджер по продажам или продакт-менеджер, требуется довольно высокий уровень владения английским языком, в случае Америки, потому что эти должности очень много общаются либо с клиентами, либо с внутренними командами. Допустим, продакты в Амазоне еще и пишут довольно много документов, то есть там должен быть хороший письменный язык. И если, например, на технические специальности, на девелопера программного обеспечения или на тестировщика достаточно часто уровня intermediate, то на sales, на product manager уровень должен быть не ниже advanced. Не все люди приезжают с таким уровнем владения языка в Америку, например. Еще один частотный вариант — это когда профессия, которой человек занимался до, требует либо дополнительного образования, либо лицензирования, либо и того, и другого. Самые частые примеры — это врачи или юристы. Там действительно человеку нужно располагать довольно большим количеством свободного времени и свободных денег для того, чтобы переучиться. И не все на это готовы, не все, во-первых, хотят это делать, а во-вторых, имеют такую возможность. Естественно, те, кто переучивается, те, кто получает свои лицензии, они строят прекрасные карьеры после этого, потому что это очень хорошо оплачиваемые профессии. Но многие люди выбирают в этом случае сменить профессию и пойти куда-то, куда они могут устроиться прямо сейчас. Ну и еще одна наиболее очевидная причина — это когда человек просто хочет поменять карьеру, потому что ему наскучила предыдущая карьера или его интересует что-то новое и так далее. Это довольно редко делают новые иммигранты, потому что для новичка обычно важно найти хоть какую-то работу, и работу там, где у вас есть опыт, найти обычно легче, чем работу там, где у вас намного меньше этого опыта. Но такие вещи практикуются очень часто в Америке. Например, я читала, что это нередкий случай, когда люди 3 раза в своей жизни выбирают профессию. Первый раз, когда они поступают в университет и работают какое-то время по специальности. Потом в 30-40 лет они понимают, что они хотели бы заниматься чем-то другим и меняют профессию. Ну и потом в 50-60 лет они еще раз меняют профессию, потому что они либо хотят, допустим, работать меньше времени, либо они хотят заниматься каким-то хобби, которое становится их профессией и так далее. Теперь о том, что может вам помочь при перемене профессии. В Амазоне довольно часто проходят конференции, когда директора или вице-президенты, то есть люди на таких более высоких уровнях, рассказывают о своих собственных карьерах, дают какие-то советы о том, что помогло конкретно им и так далее.
И я помню, что мне запомнилось выступление одной девушки, которая, мне кажется, проработала в Амазоне больше 15 лет. На очень большом количестве должностей она работала, и вот она рассказывала о своем пути. И она определяла, что вот в момент, когда вы меняете профессию так или иначе, есть 3 основных вещи, которые вы можете изменить. Первое — это сама должность, то есть, допустим, вы уходите с финансового аналитика на продакт-менеджера. Второе — это уровень, то есть, допустим, с младшего уровня на средний, со среднего на старший и так далее. И третье — это индустрия, например, если внутри Амазона вы работали в Project Kuiper, это подразделение, которое занимается спутниками, и уходите, например, в Amazon.com, это площадка электронной торговли в США. И вот она говорила о том, что если вы хотите, чтобы ваша смена профессии была гарантированно успешной, не стоит менять несколько вещей одновременно. То есть вы меняете что-то одно. Либо вы меняете должность, либо вы меняете уровень, либо вы меняете индустрию, в которой вы работаете. Это поможет вам в момент, когда вы будете вникать во что-то новое, это поможет вам иметь знания и опыт, на который вы можете опираться. То есть у вас не случится перегруз информации, у вас не будет это изменение таким стрессовым. И поэтому, допустим, если вы хотите поменять 2 из 3, она советовала это делать в 2 шага. То есть сначала менять одно, потом менять другое. И я могу сказать, что я, в принципе, испытала это на собственном опыте. Когда мы переехали с мужем в Литву, а это была наша первая миграция, мне было очень сложно там найти работу, и мне пришлось менять профессию. Я об этом рассказывала в отдельном видео, но вкратце я могу сказать, что до этого я работала в импорте. Когда мы приехали в Литву, оказалось, что эта профессия не настолько востребованная там. И работа, которую я нашла, была работой младшего финансового аналитика в хедж-фондах. И уровень я не меняла, то есть я пришла на самую низкую должность, но при этом я меняла индустрию, я никогда не работала в финансах, у меня не было финансового образования. И я меняла должность, я стала аналитиком, я никогда до этого не была аналитиком. То есть я меняла 2 из 3, возможно, 1,5, потому что я никогда не работала аналитиком, но, в принципе, я делала несколько аналитических задач, когда я работала в импорте, и у меня было такое полутехническое образование. То есть, в принципе, в учебных проектах, допустим, мы тоже делали какую-то аналитику. Но, по большому счету, и то, и другое было для меня абсолютно новым. И я могу сказать так, это было очень сложно. С одной стороны, это было время, когда я безумно быстро училась. Это суперэффективное время с точки зрения познания чего-то нового. Но у меня было очень много моментов, когда просто опускались руки. Наверное, на протяжении 1,5 или даже 2 лет я чувствовала себя самым глупым человеком в комнате. И вот это вот перманентное чувство неудовлетворенности своими успехами, перманентное чувство, что мне нужно делать намного больше, чтобы хоть как-то догнать своих коллег, оно, конечно, очень сильно действует на менталку. И, наверное, на это сложно решиться. То есть есть люди, которые прям от этого кайфуют, и, наверное, я со временем тоже стала таким человеком, потому что просто потому что у меня был такой опыт, я могу на него опираться, он был не единожды в моей жизни, и я знаю, что именно в этот момент я максимально продуктивна. Но, с другой стороны, да, если, допустим, у вас нет вот этого вот кайфа от какой-то суперпродуктивности, ради которого вы готовы терпеть перманентное чувство недовольство собой, то это довольно сложно. То есть с этим обычно хорошо справляются либо очень молодые люди, либо люди, которые поставлены в безвыходное положение, которые чувствуют, что им нужна эта работа, и они обязаны с ней справиться. И вот это, наверное, был мой случай в Литве. Но опять же, я говорю, повторять такое я, наверное, никому бы не стала советовать. Одно изменение из 3
это, наверное, вот самое хорошее, что может происходить. Опять же, не забывайте о том, что если вы новый иммигрант, который ищет свою первую работу, туда еще дополнительно накладывается то, что вы будете работать в абсолютно незнакомой для себя культурной среде, и это тоже будет добавлять вам стресса. Что вам может помочь, когда вы пытаетесь найти себе работу в новой для себя среде? Я помню, я как-то волонтерила для Upwardly Global, я вела Q&A sessions, то есть я отвечала на вопросы людей, которые в тот момент учились на курсе Google аналитики. Соответственно, это люди из абсолютно разных профессий, которые переучивались на аналитиков данных или на финансовых аналитиков. И, естественно, вопрос, который больше всего волновал этих людей, это то, как найти им свою первую работу. То, наверное, главный совет, который я давала им всем, это стараться искать работу в той индустрии, в которой у вас есть опыт. Потому что если они никогда в своей жизни не работали аналитиками, у них должно быть что-то такое, за что компания захочет их взять. И, например, знание контекста индустрии может быть такой вещью, потому что эти люди в основном хотели начинать с нуля, да, то есть они собирались подаваться на junior должности, и на эти должности требуются все равно какие-то скиллы, знания и опыт, но туда не требуется большое количество опыта. При этом, допустим, человек, который проработал в медицине, допустим, всю свою жизнь, я не знаю, который был врачом, решил не переучиваться, не получать лицензию здесь, а стать аналитиком данных в медицинской сфере, этому человеку придется намного меньше объяснять, когда он начнет работать. А работодатель, в том числе, когда рассматривает кандидата, думает о том, сколько времени этого кандидата придется обучать. И я знаю, что, допустим, Amazon, когда берет на должности full-time, закладывает 3-6 месяцев непродуктивной работы. То есть 3-6 месяцев считается, что человек будет учиться и особо пользы компании не будет приносить. Но в то же время, допустим, если вы приходите в область, в которой у вас есть опыт, в которой вы знаете контекст и так далее, у вас уже есть огромное преимущество перед человеком, который, допустим, даже больше вашего проработал на этой конкретной должности, но ничего не знает об индустрии. Его придется намного дольше обучать, а это затраты для компании. И это, опять же, то, что и вам самим сильно облегчит вход в новую профессию, в новую компанию. Я помню, что когда пришла в Amazon финансовым аналитиком, я приходила на встречи, особенно на встречи, где было много людей. И я ловила себя на том, что я не понимаю половину из того, что люди говорят. Причем я была в шоке, потому что уровень английского языка был у меня высокий в тот момент. Я уже 7 лет, пока я жила в Литве и работала финансовым аналитиком, я работала с британскими хедж-фондами, то есть моя работа уже была на английском, и я не сомневалась в своем уровне языка. Но происходило это потому, что, допустим, Amazon очень любит выдумывать аббревиатуры, и у них огромное количество внутреннего технического жаргона. Поэтому действительно, половина слов, которые люди употребляют, это какой-то внутренний сленг, которого человек снаружи не понимает. Если вы хотя бы понимаете специфику индустрии, в которую вы пришли, то вам намного легче будет вникать в технический жаргон, который люди используют. Итак, с чего начать? Вот вы хотите поменять профессию, вы знаете, что в своей старой профессии вы работать дальше не хотите. Как вам понять вообще, куда идти? Во-первых, вам придется неплохо порефлексировать и подумать о том, что вы делали раньше. Да, то есть какими скиллами вы обладаете сейчас, каким опытом работы вы обладаете сейчас и к каким профессиям это может быть применимо. Например, здесь в Америке очень популярно переучиваться на тестировщиков
программного обеспечения, потому что это IT-профессия, в которой неплохие зарплаты, при этом учатся на нее люди где-то от 3 до 6 месяцев, насколько я знаю, намного меньше времени, чем, допустим, люди учатся на программиста. И когда этим людям пишут резюме, когда они начинают искать первую работу, хорошие курсы тестировщиков помогают людям в том числе писать резюме. И вот эти резюме, которые они получают на выходе с курсов, часто включают в себя от 1 до 3 лет опыта работы уже вписанного в резюме, хотя тестировщиками эти люди никогда не работали. Этот опыт — это не вранье, то есть это действительно реальный опыт, которым люди обладают. Как это получается? Получается это так, что большинство профессий, большинство людей на своей работе так или иначе иногда что-то тестируют. И задача в этом плане хорошо проанализировать свой предыдущий опыт и вспомнить, когда и где вы что-то тестировали. И после этого описать это в резюме. С этим помогают карьерные консультанты, с этим помогают хорошие курсы, которые переучивают людей. У меня у самой было видео подробное о том, как писать резюме на английском, я приложу здесь. Поэтому подробно на этом останавливаться не буду. Но просто помните, что специфика американского рынка работы такая, что здесь нельзя сказать, что у вас нет опыта работы. Точнее, сказать вы так можете, но работу вы не получите. То есть здесь принято, даже если у вас есть самый маленький, минимально релевантный опыт, важно о нем сказать. Да, важно рассказать о том, что вы делали, какой у вас был опыт, и показать, что у вас есть очень большая мотивация, желание учиться дальше. Если, например, вы вообще не знаете, к каким профессиям ваш предыдущий опыт применим, и вы, в принципе, не знаете, на кого вы хотите переучиваться, у меня было видео с психотерапевткой и коучем Шеленой, тоже оставлю здесь. И вот в этом видео она советовала сайт, который называется careeronestop.org. На этом сайте расписано большинство современных профессий очень подробно. Вы можете пройти там тест, тоже я прикреплю здесь. Точнее, даже 3 теста на ваши интересы, на скиллы и на ценности, который примерно подберет вам индустрии или профессии, которые подходят вам в зависимости от ваших ответов. И затем вы можете зайти на каждую из профессий, они напишут небольшой прогноз этой профессии на будущее, то есть ожидается ли рост в этой профессии, и какой рост ожидается в этой профессии. Они пропишут, какое образование требуется, они пропишут, какие основные скиллы требуются и так далее. То есть этот сайт помогает тем, кто вообще не знает, в какую профессию они хотят переквалифицироваться, получить понимание хотя бы приблизительное, а тем, кто уже имеет там какие-то должности на примете, почитать более подробно, что именно на эти должности требуется. Теперь, когда у вас есть уже такой небольшой список профессий, на которые бы вы хотели теоретически подаваться, вам стоит поподробнее узнать о каждой из этих профессий. Например, здесь есть такая организация некоммерческая, называется Lucky Pen. Они в первую очередь работают с детьми иммигрантов и проводят мероприятия для них. И одно из таких мероприятий, которые они проводят для школьников, для старших школьников в основном, называется Day in Life, когда представитель той или иной профессии приходит и рассказывает детям, как проходит их день, какие их основные обязанности, чем они занимаются на работе и так далее. То есть объясняют довольно подробно, что эта профессия значит. Вот я очень советую людям находить такую информацию. Ее на самом деле несложно найти на Ютубе, то есть, мне кажется, по каждой профессии уже есть такие видео в формате влога или в формате подкаста, где люди рассказывают о том, чем конкретно они занимаются. Потому что очень часто
то, что мы видим на бумаге, немножко расходится с реальной жизнью, и всегда полезно послушать человека, который имеет настоящий, реальный опыт работы в этом, а потом уже определиться, нравится это вам или нет. Опять же, кроме того, чтобы просто смотреть видео на Ютубе, вы можете и поискать, вы можете познакомиться с людьми, которые уже работают в этой профессии. Ну, например, в Америке очень развит Facebook. Здесь есть огромное количество групп в Фейсбуке, которые активные, где люди общаются. И будь то какие-то этнические группы иммигрантские, будь то группы просто на местности, допустим, есть группы neighborhoods, в которых состоят просто люди из одного района, или группы по каким-то хобби. И вот в такие группы вы, в принципе, можете написать, что вы, допустим, хотите начать свою новую карьеру в той или иной должности, и спросить, возможно, там есть люди, которые будут готовы с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы, дать какие-то советы. Возможно, там есть люди, которые тоже меняли, как и вы, профессию. И вот такие разговоры, они действительно полезны, потому что человек может дать вам совет, который позволит вам избежать ошибок, допустим, которые сделал сам этот человек, и сэкономить время. Или человек может вам дать какой-то список полезных ресурсов. Или, возможно, человек может вас тоже с кем-то еще познакомить, с кем ему кажется, вам будет неплохо пообщаться. То есть старайтесь искать информацию и старайтесь искать информацию из первых рук. Общение с людьми всегда очень-очень полезно. Затем, когда вы уже более-менее определились с одной или с несколькими профессиями, иногда люди, допустим, хотят попробовать поискать работу в 2-3 профессиях и просто посмотреть, где они будут получать больше отклика, где они эту работу найдут, вам нужно адаптировать резюме под это. И, опять же, я уже говорила, у меня было подробное видео про резюме. Я здесь повторяться не буду, но я скажу то, что в Америке важно иметь отдельное резюме на каждую должность. Не нужно иметь при этом отдельное резюме на каждую вакансию. Вот этого абсолютно не обязательно делать. Но на разные должности должно быть разное резюме, потому что резюме должно подчеркивать релевантный опыт работы именно для этой должности. Как понять, что писать в резюме? Я советую всегда собрать пяток или, может быть, там, до 10 вакансий в этой области, вакансий, которые вам нравятся, куда вы хотели бы теоретически подаваться, и посмотреть то, что они пишут, то, что здесь называется qualifications, basic qualifications, preferred qualifications, посмотреть, что у вас есть. В принципе, у вас должно быть, не меньше 80% basic qualifications. Есть компании, конечно, которые пишут туда все подряд, и тогда, возможно, вам будет достаточно 60%, но вот в нормальные компании, я знаю, что Amazon пишет bare minimum, то есть в Amazon вам нужно 80%, а то и 100 qualifications уже иметь, чтобы получить эту работу. Да, вы смотрите, хватает ли у вас скиллов, и если хватает, вы просто пишете все вот то, что они пишут в qualifications, в ваше резюме в раздел skills. Вы можете писать прям теми же словами. То есть qualifications и skills — это ключевые слова. Их можно переписывать прям так же, как они написаны в вакансиях. Даже желательно их переписывать прям так же, как они прописаны в вакансиях. А опыт работы, что вам писать в опыте работы, это то, что вакансии пишут в разделе job description, то есть в описании вакансии. И когда я разговаривала с техническим рекрутером, тоже прикреплю здесь интервью с техническим рекрутером, она говорила о том, что стоит ориентироваться на первые 5 bullet-поинтов в описании вакансии. То есть обычно компании приоритизируют должностные обязанности, и вот то, что в первых 5, обычно это то, что им обязательно нужно. Ну и вот, допустим, если вы берете там 5-10 вакансий, вы выписываете из них всех первые 5 должностных обязанностей. Чаще всего многие из этих обязанностей будут повторяться, потому что на рынке так или иначе требуется примерно одно и то же на одну и ту же должность. Но там будут и разные вещи, и вот таким образом
у вас получится неплохой срез рынка, какие должностные обязанности требуются на эту должность. Вот именно это вам нужно будет искать в своем предыдущем опыте. То есть я говорила, что вам нужно будет хорошо порефлексировать о том, что вы делали раньше, и поискать что-то релевантное для новой вакансии. Вот таким образом, мне кажется, легче искать, когда вы знаете, что вам нужно искать, да, то есть вы видите в описании вакансии, что человек должен делать то-то и то-то. И вы вспоминаете, когда в прошлом вы делали что-то похожее. И вот это вы пишете в разделе «Опыт работы», уже не слово в слово, вы пишете о своем личном опыте, со своими деталями, своими словами. Важно как можно больше деталей добавлять в резюме. Детали — это то, что выделяет вас на рынке, то, что отличает вас от других кандидатов, потому что резюме, которые написаны каким-то казенным таким языком и не имеют большого количества деталей, во-первых, человеку еще нужно поверить, что это действительно вы делали, а это не придумано, и детали помогают поверить. С другой стороны, чем больше деталей, тем больше создается впечатление, что вы действительно разбираетесь в этом. То есть вы не только это делали, но вы понимаете, что вы делали, как вы делали и так далее. Как я говорила, в Америке не принято говорить, что у вас нет опыта работы, и чаще всего, когда человек говорит, что у меня нет опыта работы на что-то, что им важно, человеку не дадут работу. Но хорошая новость здесь в том, что если у вас есть волонтерский опыт работы или если у вас есть какие-то курсы, то это тоже подходит как опыт в работе. То есть вашему будущему работодателю абсолютно не важно, платили ли вам за опыт работы, если вы делали, допустим, какой-то классный учебный проект, где вы исполняли все те же обязанности, которые вы будете исполнять на работе, где вы понимаете, зачем вы это делали, где вы можете неплохо рассказать о выводах, которые вы получили из этого учебного проекта. Это вполне подойдет как и в резюме в раздел проекта, так и, допустим, как история, которую вы можете рассказать на интервью. Еще пример такого неоплачиваемого опыта работы, который вполне подойдет, это волонтерский опыт. Волонтерский опыт вы можете писать прямо в резюме. И, допустим, если вы понимаете, что у вас, допустим, большинство опыта работы, который требуется на эту должность, есть, но чего-то не хватает, то вот в Америке тоже огромное количество некоммерческих организаций, где вы можете получить тот или иной волонтерский опыт. То есть вы можете просто пойти в какую-то некоммерческую организацию и добрать опыт, которого у вас нет. Ну или если вы понимаете, что у вас какого-то скилла не хватает, вы можете, соответственно, уже конкретно пойти и взять какой-то курс, чтобы получить именно тот скилл, который требуется, которого у вас нет. Еще один такой полезный совет для тех, кто ищет работу в Америке. Вот, допустим, вы написали ваше резюме, вы хотите его проверить, насколько оно подходит для рынка. Здесь есть такой сайт dice.com. Об этом я тоже рассказывала в своем видео про мой первый опыт. Мы сами пользовались Dice. Специфика этого сайта в том, что там сидит огромное количество рекрутерских агентств, которые ищут людей не в штат компании, а на то, что здесь называется контракторскую должность. То есть вы работаете по ограниченному по времени контракту с компанией на той или иной должности. И смысл в том, что на Dice вот эти рекрутерские агентства, они очень активные. И если ваше резюме соответствует требованиям рынка, то вам начинают звонить с Dice, ежедневно. Если не ежедневно, то раз в 2 дня 100%. То есть, если вам не звонят с Dice, если вы выложили там свое резюме, открыли профиль, и вам никто не звонит неделю, значит, ваше резюме не подходит, значит, вам нужно дальше поработать с вашим резюме. Если вам начинают каждый день звонить рекрутеры с Dice, вы можете быть спокойны, что с вашим резюме все хорошо. Другое дело, с точки зрения работы, Dice, наверное, не самый эффективный ресурс, потому что очень часто эти рекрутеры звонят вам, просят подписать соглашение о том, что они будут единственной рекрутерской компанией, которая будет представлять вас именно на эту должность.
и потом они пропадают, просто не перезванивают. Мне кажется, что идея в том, что их бизнес-модель, они набирают большое количество кандидатов, потом отправляют всех этих кандидатов в компанию, а компания уже из этих кандидатов выбирает шорт-лист, и, соответственно, только с этими кандидатами рекрутерское агентство связывается. Ну, то есть, да, если вам, допустим, там несколько раз в день звонят с Дайса, к сожалению, это не значит, что вы быстро найдете работу. Но при этом я могу сказать, что мой муж нашел свою первую работу, свой первый контракт в Samsung как project менеджер именно через Dice. Так что иногда это тоже бывает полезно, так тоже можно найти работу. Но еще, да, такая специфика на Dice все-таки, наверное, больше всего IT-вакансий и рекрутеров тоже по IT. То есть программисты, аналитики, project program менеджеры, вот это однозначно можно найти на Dice. Насчет других индустрий, профессий я не совсем уверена. Финансовые аналитики, вот, кстати, там тоже есть. Ну и последнее, наверное, что я хотела сказать по поводу смены профессии в эмиграции, это не забывайте о том, что это процесс. То есть, действительно, иногда, когда вы эмигрируете, вы можете найти работу прям очень быстро, и это тоже случилось с нами, потому что мы приехали в бумирующий рынок. Действительно, оба за месяц-полтора нашли свои первые работы с очень хорошими офферами, нам повезло. Но, к сожалению, это случается нечасто, особенно если вы меняете профессию в эмиграции. Это процесс, который займет сколько-то месяцев. Иногда это занимает год и так далее. Есть люди, которые, там, допустим, с первого интервью получают работу, но это тоже редкость. Многие люди интервьюируются там в несколько компаний, получают отказы один за другим. Ну да, важно в этом случае не сдаваться, потому что получить отказ на первом интервью — это очень-очень вероятно, но когда это ваше 10-е интервью, например, вы уже натренированы, вы уже знаете типовые вопросы, у вас было достаточно времени подготовиться. Ну и, допустим, там с 10-го интервью большинство людей все-таки получат свой оффер. Поэтому, да, здесь важно просто продолжать делать то, что вы делаете. Иногда, если вы чувствуете себя в тупике, есть смысл поговорить с другими людьми, есть смысл попросить пробное интервью, есть смысл поискать помощи, но важно, да, просто продолжать. И в какой-то момент все получится. То есть, наверное, важно не иметь завышенных ожиданий тоже, потому что завышенные ожидания часто приводят к разочарованиям, к дополнительному стрессу и так далее. Намного приятнее, допустим, ожидать, что вы будете искать там работу полгода и потом найти ее через 1 месяц, чем ожидать, что вы работу найдете за 1 месяц, не найти ее за полгода и оказаться в ситуации, где у вас просто опускаются руки, и вы не хотите больше ничего делать. На этом на сегодня все. Надеюсь, что мои советы будут кому-то полезными. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Делитесь своими собственными советами, своими собственными историями. В следующих видео я обязательно расскажу о своем собственном опыте смены профессии в Амазоне с финансового аналитика на продакт-менеджера. И буду рада вас видеть через неделю на этом канале. Спасибо за внимание. Пока-пока.